Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад для мужчин, который будет очень интригующий. С кем же будет у вас роман? С новой или с бывшей? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И напишите, пожалуйста, в комментариях, вы себе можете представить роман с бывшей? Вы представляете себе такой трэш? Напишите. Итак, в каких энергиях вы пребываете? Ох, какой вы прям финансово стабильный человек. У вас все, в принципе, отлично. Должно быть у вас отлично все по финансам. Снова наш любимый император. Но у этого императора произошли кардинальные жизненные перемены. Что за перемены? Перемены, конечно же, произошли в личной жизни. Это связано с женщиной. Это женщина далеко сейчас, которая причинила вам очень много боли и страданий. Вот этот император, который на самом деле вот от природы много чего может, много чего умеет, то есть это вы, да? Очень активный человек, очень такой деятельный, очень вы целеустремленный человек, справедливый. Вы любите, чтобы все вообще в жизни было и по полочкам четко. Вы пунктуальный человек, вы справедливый, такой, ну, я бы сказала, очень надежный вы, если так по-простому и коротко. Но этого императора, вот женщина, которая сейчас не с вами, она сразила наповал. Сразила так, что, ну, в самое сердце сразила. Простите. Так, что еще происходит в вашей жизни? Так, посмотрите, ребят, вы, оказывается, настолько сильно уже мечтаете о новом романе, вы настолько сильно хотите, наконец, забыться в объятиях другой женщины, но не какой-то одноразовой проходящей женщины, а вот именно вам хочется даже каких-то вот романтических в чем-то отношений. Но вы знаете, вот вы к подбору женщин относитесь очень серьезно. Поэтому у вас сейчас могут быть нелады вот именно с новыми отношениями, уж слишком серьезный у вас подход. Ну, такой вот своего рода кастинг женщин вы проводите. Вы не будете кидаться на первую попавшуюся, вы будете очень скрупулезно так подходить к отношениям. Я сейчас делаю акцент именно на серьезные отношения, потому что, ну, зароманить и вступить в интим, это можно, ну, грубо говоря, с первой попавшейся. И вы об этом прекрасно понимаете. Еще если и под шофе быть, то это понятно, да. Но у вас очень такой серьезный подход, потому что вы просто не хотите наступить на те же грабли, вот, которые привели к вашему такому вот состоянию, которое вы либо же еще сейчас переживаете некоторые, либо уже прошли этот этап, когда вам было очень плохо и больно. Итак, с кем же все-таки у вас будет роман? Давайте-ка интригу эту смотреть. Да, вот очень много страхов перед новыми отношениями. Очень много. Так, даже вот вы закрываетесь. У нас закрытая карта даже выпала. Посмотрите, да, вы такой период прошли, который даже врагу не пожелаешь. Либо сейчас у некоторых из вас он продолжается, если это свежее расставание, разрыв. Смотрите, у вас будет новый роман. Но вы настолько как-то, вот с одной стороны, вы влюбитесь в женщину. Это будет женщина, но это будет новая женщина, я вас могу обрадовать. Вы настолько влюбитесь, что вы даже сами испугаетесь, что вы снова так влюбились очень сильно. Вот вас испугает ваша же влюбленность. Ну просто, вот знаете, говорят, как мальчишка. А это случится очень неожиданно, очень внезапно. Эта новая женщина появится в вашей жизни, вы знаете, момент, когда вы этого не будете ждать, даже не очень-то будете и готовы к новым отношениям. Но вот она вас настолько сразит своей юностью, своей молодостью, своей какой-то вот, ну, неподдельной чистотой, искренностью. Вы это просто прочувствуете интуитивно. Вы настолько вот испугаетесь, что ну так не бывает, да, вот.
Есть ситуации, когда мысль посещает, ну не бывает так, чтобы так хорошо было, ну не бывает таких женщин, таких хороших женщин, да, вот. Вот у вас будут такие мысли. Вы даже можете на какой-то период немного отстраниться, чтобы побыть наедине с собой, да, вот чтобы, ну, не очень часто общаться с этой новой женщиной, потому что, ну, реально вы будете вот обдумывать, как быть, что делать, ну, не может такого быть, а вдруг она притворяется, а вдруг что-то не то, здесь какой-то подвох, да, то есть вам нужно будет какой-то период уединиться, немного отстраниться от нее. Так, что же будет дальше? Вы очень боитесь, да, вот вы очень боитесь манипуляций, вы боитесь, знаете, вам вот и хочется любви, и в то же время вы ее боитесь. Именно из-за прошлого у вас полно страхов, могут еще у некоторых и комплексы по поводу вот новых отношений проигрываться. Вот женщина пришла в вашу жизнь настолько вот, вернее, придет, да, о будущем мы говорим, настолько вот чисто и искренне, что вы, ну вы сами это почувствуете. Мужчины тоже, точно так как и женщины, они могут чувствовать других. Поэтому вот вы поставите на чашу весов все, что только можно. Вы будете присматриваться, ну чуть ли не с лупой, с микроскопом присматриваться ко всем ее поступкам. Что она говорит, как она говорит, что она делает. Женщина, скорее всего, будет блондинка, моложавая, уже говорила, да, вот, ну, может даже проигрываться, что намного, ну, может, лет на 10 даже моложе вас, там, ну, или около этого. Ну, такая моложавая очень. Эта женщина очень искренняя, такая вот, она мне напоминает вот юную такую девочку, да, которая очень наивная, очень неподдельная, такая, ну, чистая, вот чистый, искренний ребенок. Вас это испугает, потому что вы уже и Крым, и Рим прошли, как говорят. Вас это испугает, потому что еще вот все равно есть вот эти страхи перед будущим. Поэтому вы отстранитесь, но не для того, чтобы с ней разорвать отношения, а ну это, как я уже когда-то говорила в своих видео, что ну это есть ваша мужская психология, ваша потребность. Когда мужчина уходит в себя, замыкается, не очень часто общается с женщиной, просто потому что вам нужно все обдумать и решить, что делать, как делать, да, вот разобраться с тем моментом, который вас беспокоит. Поэтому вы немного так отстранитесь. Что же будет дальше между вами? Вы будете общаться, но вот эти страхи, которые у вас есть, вот эти страхи какой-то период будут вас одолевать. Вы безумно боитесь, посмотрите, вы боитесь обмана и того, что снова вы влюбитесь, а вас предадут и оставят. Вот вы будете какой-то период себя накручивать. Вот я смотрю по раскладу, ну, настолько много страхов и предательства, страх манипуляций, страх того, что вы потеряете, страх того, что вас там, я не знаю, используют, еще что-то. То есть у вас такой сильнейший осадок остался из прежних отношений, который вы, ну, несете с собой и дальше по жизни. И какой-то период у вас будут страхи. Я уже говорила, что какой бы сильный мужчина не был, но то, что касается униженного самолюбия, то, что касается вот этих всех женских обид, колкостей, ну, реально у некоторых мужчин это может быть до конца жизни. Вот эти вот комплексы, даже интимные комплексы могут проигрываться. Поэтому женщины очень успешно этим пользуются. Говорят всякие гадости, даже неправдивые гадости, просто с той целью, чтобы ну, добить мужчину, да, вот морально я имею в виду, уколоть как-то. Они прекрасно понимают, что они в комплексы вас вгоняют, но тем не менее это делают. Так, что же все-таки будет? Потому что я смотрю, вы так себя хорошенечко будете в комплексы и страхи эти вгонять. Хотя западете вы, я вам скажу, очень сильно на эту женщину. У вас и страх одиночества. Вы посмотрите. Но еще такого трэша я не видела, чтобы все в одном раскладе. Вот вы понимаете, вы интуитивно, вы почувствуете эту женщину, что она хорошая. Но опять же эти страхи. Вот страх, что будут вас доить на деньги, да? Ну, вот я смотрю, в этом раскладе как-то, ну, собрались все страхи, что можно, наверное.
Вот все, что можно. Из-за этого вы будете вот себя какой-то период ограждать от таких, вот, боитесь вы и разрыва, вы боитесь чего только можно. Хотя вот смотрите, ваши вот эти страхи перекрывают нас по солнцу, это все перекрывается, это все не в ту степь вы идете, понимаете? Вы будете себя зря накручивать. Этого ничего не случится, потому что человек очень чистый, искренний. Посмотрите, еще и судьбоносный. У нас выпало колесо фортуны. Вот обычно так и бывает, когда человека предают, когда делают больно, да, то в следующих отношениях, ну, волей-неволей, а будешь все равно сомневаться, присматриваться. Тем более, что девочка очень такая вот, ну, чистая, искренняя. А вы вот привыкли, да, из прошлого, вы привыкли, что использовали, либо же обманывали, предавали. И получается, вот эти все ваши страхи, они перекочевывают в будущее, перекочевывают в новые отношения. Это большая ошибка многих людей. Женщины, кстати, точно так же этого побаиваются. Мужчины, смотрите, мужчины, вас окружают друзья, у вас есть, ну, у кого-то один, у кого-то два, у вас есть такие надежные, но я думаю, это друзья, скорее всего, может быть, братья у кого-то, которые вот все-таки вам подскажут, откроют глаза, вот как-то они вас в этой ситуации вот взбодрят и скажут, что ну да елки-палки, ну пробуй, да, вот нравится тебе женщина, ну дерзай, да, не накручивай себя. То есть у вас есть в окружении ну такая мощная поддержка в виде друзей, либо там приятелей, родственников, которые могут реально вот и по финансам вам помочь, и дельный совет дать. Вот эти как раз мужчины, они помогут вам воспрять духа, они помогут вам, ну, как бы пойти в нужное русло с этой женщиной. Они вот как-то вот в разговоре, они вам просто прояснят ситуацию. Вот именно они помогут вам выйти из вот этой вашей пещеры, в которую вы закроетесь на какой-то момент, отстранитесь от женщины. Именно вот эти ваши друзья-приятели, они и спасут вас от расставания с этой дамой. Потому что если бы вы закрылись надолго, то не факт, что вы были бы дальше с этой женщиной. Итак, что же все-таки будет? Вот снова вы станете уверенным в себе, вы сделаете работу над ошибками, да, вот вы поймете все-таки, что да, что вы напрасно подозреваете человека, который совершенно ни в чем не виноват, ну то есть женщину эту, да, она абсолютно не будет давать повода ни к ревности, ни к какому-то вот недоверию, да, вот она не будет ничего плохого делать, скорее наоборот, она настолько вот чистая, что вот она своей чистотой, она поделится и с вами. Вот вы себя в какой-то момент, вот когда будут развиваться ваши отношения, вы почувствуете себя вот наивным мальчишкой. Это на самом деле такое классное состояние, когда ты можешь и дурачиться со своей любимой девочкой, да. Кстати, женщины, я вам скажу по секрету, женщины очень любят, когда мужчины называют «девочка моя». Напишите в комментариях, называли вы когда-нибудь свою женщину девочкой. Ну вот как-то оно, знаете, вот так тепло звучит, вот и как-то и с отцом ассоциация, и с сильным мужчиной, вот с каким-то, знаете, вот покровительство, как будто вы ее под крылышко свое взяли, вот, и вот нам, женщинам, и мне в том числе, нравится, вот когда мужчина говорит, девочка моя, моя маленькая, да, вот моя хорошая, и ты сразу себя чувствуешь такой реально маленькой беззащитной девочкой рядом с сильным таким мужчиной, за которым можно реально вот спрятаться. Это вот классное такое состояние, которое я просто не могу вам передать. Поэтому, ребята, у вас будет шикарная женщина. Вот даже девочка мне хочется назвать, пусть вас это не пугает, это не 15-летняя девочка, нет. Но вот она настолько будет чистая и искренняя, что вы просто сами обалдеете и почему-то испугаетесь этого. Но у вас будет все хорошо. Будут отношения, о которых вы мечтали, о которых вы, знаете, вот грезили в мечтах своих, о которых, может быть,
дано знать не каждому, к сожалению. Но у вас такой случай будет. У вас будет безумная любовь с чистой, искренней женщиной. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!